Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль домой. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Добро пожаловать. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. Видите справа все два QR-кода. Это мой влоговый музыкальный канал. Добро пожаловать. Может быть, что-нибудь вам понравится. Нет, так пройдете мимо. Также QR-код телеграм-канала, который был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы могли поделиться, подискутировать, поделиться своими мыслями, мнением, ну или просто пообщаться с народом. Те, кто общаются, довольно адекватные люди. За них я могу точно сказать. Не обо всех, но те, кто постоянно общаются. Добро пожаловать адекватным людям. Ну что, сейчас тема такая, да, раздувается по всей Европе. Вот. Канада открыла безвиз и стали снимать кучу роликов. Типа, Европа пожалеет об этом, да, сейчас все трудяги убегут. Кто же будет работать? Подняли экономику Германии, Европы, и все едут в Канаду. Ну, пускай все едут в Канаду. В принципе, это все хорошо. Смотрите, когда рынок перенасыщен силой трудовой, есть кому работать, то работодатель дрюкает цены вниз, да? Он просто не хочет много платить, так как у него есть большой выбор. Теперь, когда Канада открывает безвиз, все валят туда. Ну, не все, но большинство валят туда. Я вам сейчас пару роликов включу. Сначала так, немножко сам вам попробую мысли свои выдавить. В принципе, так раньше тоже это было. Рабочей силы не хватает, рабочих рук. Приходится, местные жители-то в большинстве остаются все равно здесь жить. Придется набирать уже местных, скажем так. Но местный за эти деньги никогда не пойдет работать. То есть работодатель, Arbeitgeber, будет поднимать лон. Часовую зарплату, месячную, смотря кто как там работает, на каких условиях, будет подниматься зарплата. И это очень даже хорошо. Так что с катертью дорожка. Ну и давайте посмотрим. Сейчас такую нарезочку я сделал, несколько роликов про панику, как они разводят панику в соцсетях. Главный ролик будет в конце. Досмотрите до конца. Вы слышали новости, что Канада вводит безвизовый режим для украинцев? Скоро примут, обязательно. И что все украинцы с Европы туда поедут? Сейчас работают где-то в Европе. Поедут, вы видите, все поедут. Все, ради бога. Следующий. Ну що, чехи і поляки, всі, хто не люблять українців. Зараз Канада, вроді би, якщо не брехня, Канада відкриває безвіз для українців. І всі, хто тут себе не знайшов в Чехії і в Польщі, зараз всі поїдуть в Канаду. Хто тут буде у вас працювати і що буде з вашою економікою? Что же будет с нашей экономикой? А что тут было до этого с экономикой? Шикарно было, очень хорошо было. А вот когда гости появились, стало все очень плохо. Так что будет все очень-очень хорошо. Посмотрим сейчас следующий еще ролик. Перед этим Cargo In доставить растаможит ваш груз по всему миру. Америка, Европа, страны СНГ, включая РФ. Быстро, без заморочек. Электронная почта, телефоны, все адреса вы найдете в описании снизу под этим роликом. Смотрим. Не должен был я этого говорить, но все-таки скажу. Не ценили европейцы украинцев. Теперь все поуезжают в Канаду, потому что Канада открывает двери с хлебом, солью встречать украинцев с безвизовым режимом. Просто взял, купил билет на самолет и прилетел в Канаду. Устроился на работу, работаешь на зарплате, которая гораздо больше, чем в Европе. Придется европейцам работать самим на своих заводах, фабриках, предприятиях. В лучшем случае на кассу в магазин куда-то устроиться свою. Так, куда очень сложно попасть приезжему, мигранту. Только местный должен работать на кассе в супермаркете. Давайте, ребятки. Вот такие вот высказывания слушаем мы. Ну, как я уже сказал, это все к лучшему тогда будет. Все к лучшему. И они вот говорят, да, трудолюбивый народ хочет работать. Я еще вам один ролик сейчас включу.
за то, как уволили с работы гостей. Одну гостью из будущего уволили с работы в Германии. И за что? Якобы это несправедливо. Давайте посмотрим. Кстати, я снимаю ролики, вернее, мой контент базируется на роликах, которые я ищу в соцсетях, где они снимают сами про себя, про страны, где они находятся, про налогоплательщиков, негатив, позитив. И делаю нарезку. Разбираю, вы комментируете. Смотрим следующий ролик. Украинку в Германии уволили с работы за то, что она числилась на больничном 2 недели, и в этот период времени она была на ярмарке. Она была на ярмарке, была на больничном. Ну, в принципе, если ты на больничном, ты можешь выйти на улицу, ты ж можешь закупиться идти тоже. Это, если ты бэт-лига, да, то есть ты в постельный режим, конечно, тебе нельзя никуда ходить. А так ты можешь свежим воздухом подышать, это можно. За это не увольняют. Что-то, наверное, кроется там дальше. Послушаем. Вот, они имели там свой маленький бизнес с мужем, вот, и она записала видео в ТикТок. Значит, она была на больничном, и на работу она выйти не могла. Но так как бизнес свой надо дальше продвигать, они решили съездить на ярмарку и заработать денежек. На работу никак. Болею. Еще и роликов наснимала. Прекраснейше. Слушаем дальше. О том, что там власти их попросили такого-то, такого-то числа приехать и после себя убрать, потому что там осталось масло на асфальте и все такое. Еще и свинство развели. Во как. В Канаду. Вот, и она записала ТикТок, вот, и руководство увидело это видео, посмотрели о том, что она в это время была на больничном, и распрощались с ней, уволили. То есть, когда она пришла уже, да, выяснять этот вопрос, ей сказали, что такого числа вы были на больничном, вы не имели права заниматься торговлей на ярмарке и так далее. Поэтому это очень важный вопрос. Почему я об этом говорю? Когда вы находитесь в Чехии и вы тоже на больничном, у вас должны быть либо часы прогулок, когда вы можете пойти в магазин, в аптеку. Ну, как я уже и сказал, да, если ты на больничном, ты можешь выйти на улицу, там, закупиться тебе надо, вот, в аптеку, да, сходить. Просто свежим воздухом подышать. Это ты все имеешь право. На прогулку просто, допустим, свежим воздухом подышать. Только в том случае, если врач вам пропишет, там, например, да, вот 3 часа, вы имеете право. Так, за Чехию говорить не буду, вот она на Чехию перешла и говорит, там, врач пропишет. Ну, в Германии такого, насколько я знаю, нету, да. Окей, ты ж не будешь 8 часов гулять, правильно? Ну, вышел ты, подышал или съездил, закупился и домой болеть. С такого-то часа по такой-то час вы имеете право выходить на улицу. Тогда, если вдруг придет контроль, да, и проверит, дома ли вы, болеете ли вы, да, если работодатель ваш, например, захочет это проверить, то придет специальные люди, которые будут следить, болеете вы или нет. Если вас не окажется дома, то вам могут просто не заплатить ваш больничный. В Германии немного строже законы, там не просто, там, допустим, штраф, да, там увольнение. Поэтому если не хотите просто неоплачиваемый отпуск, или же если с вами распрощаются, допустим, вы потеряете работу вот таким образом, потому что очень многие берут больничный, уезжают, например, в Украину по делам и думают, что никто не узнает, все будет окей. Поэтому будьте с этим осторожны. Нет, осторожней быть не надо, надо просто не нарушать. Как это значит? Она призывает быть осторожней. Заболел ты, значит, осторожней едь, ТикТок не снимай. И это уже, кстати, не первые такие ролики, где они призывают быть осторожней. Не снимайте видео, если вы поехали, там, пока вы больничный у вас, или пока вы соцпакет получаете, нельзя выезжать, да. Будьте осторожными. Вроде начала так все хорошо, да, а закончила не очень. Будьте осторожны. Ну и как вы думаете, правы были работодатели, то, что уволили эту дамочку с работы? Напишите, пожалуйста. Я думаю, да, 100% правы, да. Так как на работу она не смогла выйти, она получала деньги, пускай, скажем, не 100%, а в Чехии я не знаю, сколько процентов платят, да, на больничном. Но она получала свои деньги ни за что. Плюс она развивала свой бизнес на ярмарке, торговала, снимала еще тиктоки, скорее всего, тоже там денежку кассировала. Ее уволили.
Молодцы, правильно. По-другому и никак. По поводу в Германии, как он сказал, законы строже или нет, нет, не знаю. Ну, я да, болел пару раз тоже. Так, не так часто я болею, скажем. Но когда я болел и надо мне было закупиться, конечно, я садился в машину, ехал, закупался, ехал обратно домой. Да. Пить лекарства, горячий чай с медом. Лечиться дальше, в принципе, да. Вот. Я слышал в Германии залеты такие, да, то, что людей тоже увольняли. Так, знакомые через знакомых, скажем так, как это, юбочный телефон, тряпочный телефон, да, кто-то рассказывал. А так персонально никого не знаешь. Кого-то увольняли из-за больничного. Да. Полили кого-то. Ну вот, ребятки, такой ролик у нас получился. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забываем подписаться на этот канал. Лайк, комментарий, какое-нибудь движение. Будем писать комментарии. Пальчик вверх, пальчик вниз, точечку, знак восклицательный, вопросительный, смайлик. Этого хватит для алгоритма YouTube. Всем добра, удачи!